не зовут. Да если бы тот вчерашний человек, призрак из-под земли, все знал, разве дали бы мне теперь так спокойно ждать? Нет, не видел он ничего. А стало быть... Ну, Порфирий Петрович. Вы, Раскольников. Я? Порфирий Петрович просят. Почтеннейший. Вот и вы. В наших краях. Садитесь, садитесь, батюшка. Садитесь. Вот, на диванчик. Я вам принес эту бумажку, а в часах-то своих так написано или переписывать? Что? Бумажку? Не беспокойтесь. Так точно. Точно. Так. Все, более ничего не надо. Вы говорили, что желали бы спросить меня о моем знакомстве с этой убитой. Да. Да вы не беспокойтесь. Время терпит. Время терпит. А вы курите? Знаете, принимаю вас здесь. А ведь квартира моя тут же, за перегородкой. Вчера-то вольная была. Я там так, на время. Поправочки нужно было кое-какие здесь устроить. Теперь почти готово. Казенная квартира. Да. Славная вещь. Как вы думаете, а? Славная. Славная вещь. Славная вещь. А знаете что? Ведь существует, кажется, у следователей такой прием. Начать издалека, с пустячков, усыпить осторожность и вдруг неожиданно огорошить в самой теме каким-нибудь роковым и опасным вопросом. Так ли? Так, что же вы думаете, я вас... казенная-то квартирка того? А? Порфирий Петрович, вы вчера изъявили желание, чтобы я пришел для каких-то допросов. Так вот и пришел. И если вам надо, так спрашивайте. Не то позвольте уж мне уйти, мне некогда, у меня дело. Мне нужно быть на похоронах того самого чиновника. И мне все это надоело, слышите, уже давно. Я отчасти от этого болен был. Словом, извольте меня спрашивать. Или сейчас отпустите, а если спрашивать, то не иначе, как по форме. Господи, да что это вы, а? Да об чем же мне вас спрашивать? Да я за гостя вас принимаю. А насчет смеха этого проклятого, так вы, батюшка Родион Романович, вы меня извините, нервный человек, смешлив. Родион Романович, ведь так, кажется. Так. Ну, кофеем с вас не прошу, не место. Ну, минуток 5 времени. Ну, почему не посидеть с приятелем, так сказать, для развлечения? Ну, вы фуражечку-то отложите. Ну, точно вы собираетесь уйти. Ну, право и неловко смотреть. Ну, вот, уж я так рад, что вы прибыли. Вы, батюшка, извините, что я все, так сказать, хожу. Пацион. Мне просто необходим геморрой. Все, гимнастикой, так сказать, собираюсь лечиться. А насчет приемов наших совершенно с вами согласен. И смешные бывают.
и бесполезный. Ну, кто ж у нас теперь не знает, что его сначала посторонними вопросами усыплять начнут, а уж потом и огорошит вдруг. И в самое темечко его хомс. По счастливому выражению вашему. Иронический человек. Ну, не буду. Ну, считаю я кого-нибудь за преступника. Ну, спрошу я, зачем я буду его до срока беспокоить? Хотя бы я и улики против него имел. А засади я его не вовремя. Хотя бы я и знал, что это он. Так я ему этим определенное положение придам. Теперь он арестант. Да. Так он, пожалуй, так сказать, и успокоится психологически и уйдет от меня в свою скорлупу. Оставь его, так сказать, одного, а? Совсем одного. Но чтобы знал каждый час и каждую минуту, что я все знаю, всю подноготную, что денно и ночно слежу за ним. Ей-богу, задумается, запутается, затревожит сам себя насмерть, да так, что и, право же, сам и придет. Урок хорош. Это ведь даже уж и не кошка с мышью, как вчера было. Пусть его погуляет пока, пусть. Ведь я же знаю, что он моя жертвочка, что он никуда от меня не убежит. Тем паче, что я слежу. Да и меры принял. Да хотя бы и было куда убежать. Все равно не убежит. Психологически не убежит. По закону природы. Видели когда-нибудь бабочку вокруг свечки? Так он будет. Вокруг меня, как вокруг свечки, кружится все суживая радиус. И хлоп, прямо мне в рот. И влетит, а я его и проглочу. Оп. А уж это очень приятно. Не веритесь? Вздор, брат. Пугаешь ты меня и хитришь. Нет у тебя доказательств, а ты просто с толку сбить хочешь, раздражить меня преждевременно, да в этом состоянии и прихлопнуть. Да натура-то следователю помогает, вот бедас. Он-то, кажется, и солжет. И человек-то этот инкогнито. И отлично солжет. На хитрейшим манером. Тут бы, кажется, и триумф. А он хлоп на самом интересном месте. В обморок-то и упадет. Натуру-то не сумел рассчитать. Да в другой раз начнет он дурачить подозревающего человека. Да и побледнеет, как бы нарочно. Да уж больно как-то натурально побледнел. А? Он опять подаст мысль. Батюшка, Родион Романович, что же вы так побледнели-то? А? Не душно ли вам? Не растворит ли окошечко? А? Не беспокойтесь, пожалуйста. Порфирий Петрович, я наконец ясно вижу, что вы положительно подозреваете меня в убийстве этой старухи и сестры Елизаветы. Повторяю вам, что мне давно уже все это надоело. Если вы находите, что имеете право арестовать меня, арестуйте. Но смеяться себе в глаза и мучить себя. Я не позволю! Слышите? Не позволю! Не позволю! Тише, батюшка, тише. Не позволю! Не позволю! Ведь услышат, ведь придут. Воздуху. Воздуху. Пропустить свежего. Да водицы. Водицы. Авось поможет. О, голубчик. Это вы себя так с ума сведете. Испейте, голубчик. Да выпейте хоть маленечко. Ну.
Да, припадочек у нас был. Господи, да как же себя так-то не беречь? Вот и Дмитрий Прокопьевич вчера приходил. Ага. Согласен. Характер у меня язвительнейший, скверный. А они вон что из этого вывели. От вас, что ли, приходил? Нет, не от меня. Но я знал, что он к вам пошел. И зачем пошел? Знали-с? Знал, так что же из этого? То, что я и не такие еще ваши подвиги-то знаю. Обо всем известен. Ведь я знаю, как вы квартиру-то нанимать ходили. Знает. Все-таки знает. Негодование-то уж очень сильно вас кипит. А? Благородное, так сказать, от полученных обид. Вот вы и мечетесь, чтобы заставить всех заговорить. И с тем, чтобы разом все покончить. А? Ведь так? Угадал настроение-то? Господи, да вы садитесь, ну Христа ради. Тут. По ночам ходить, колокольчик звонить, да про кровь расспрашивать. Болезнь, Родион Романович. Бред у вас. Это у вас все в одном бреду только и делается. Не в бреду. Это было наяву. Наяву, слышите? Понимаю все и слышу. Да вы вчера все это говорили, что не в бреду. Ну, будь вы действительно как-нибудь замешаны в это проклятое дело, ну, стали бы вы напирать, что не в бреду все это делали, а в полной памяти. Совершенно, по-моему, напротив. А? Ведь так. Али вот насчет господина Разумихина. Так ведь именно должны бы вам говорить, что от себя приходил. И скрыть, что с вашего наущения, а вы не скрываете. Даже упираете, что с вашего. Лжете вы. Вы все лжете. Сами прекрасно знаете, что у преступника лучше увертка по возможности не скрывать, что можно не скрыть. Не верю я вам. Эки вы вертун. А я вам скажу, что верите. Уж на четверть аршины поверили. А я сделаю так, что и на целый аршин поверите. Потому истинно вас люблю и искренне вам желаю добра. Окончательно вам скажу. Да вы через эту вашу мнительность даже здравый взгляд на вещи изволили потерять. Да вот, например, хотя бы на ту же тему, так сказать, насчет этих колокольчиков. Это такую-то драгоценность, это-таки факт. Я вам так с руками и ногами-то и выдал. Ну так ли я должен был поступить, подозревая я вас хоть немножко? Напротив, усыпить, по вашему же выражению, подозрительность. Да неожиданно и по темени его голос. Лжешь, лжешь. Я лгу? Ну, хорошо. Бред, грезы мерещилось. Да от чего же в бреду именно такие-то грезы все мерещатся-то, а? А не прочие. Ведь могли быть и прочие. А? Так? Повторяю, я хочу знать, признаете вы меня окончательно свободным от подозрений или нет? Экая комиссия. Да для чего вам так много знать-то, а? Когда вас еще не начинали беспокоить нисколько, а? Ребенок, дай да подай, огонь в руки. А? Сами напрашивайтесь. Зачем? Повторяю вам, я не могу дольше выносить. Чего? Неизвестности? Не язвить меня. Я не хочу. Не могу и не хочу. Слышите? Слышите? Тише, тише, тише. Я вас серьезно предупреждаю. Поберегите себя. Я не шучу. Я не дам себя мучить. Арестуйте меня. Обыскивайте. Но извольте действовать по форме, а не играть со мной. Не смейте! Опять форма. Да говорю же вам, что совершенно вас пригласил по-домашнему. Это совершенно, так сказать, по-дружески. Не хочу я вашей дружбы. Не хочу и плюю на нее.
Лью и ухожу. Ну, арестуйте меня теперь. А сюрпризик-то разве не хотите посмотреть? Какой сюрпризик? У меня за дверью сидит. Да я запер, чтобы не убежал. Вот ключ. Лжешь ты все. Лжешь. Шут проклятый. Я все понимаю. Ты дразнишь меня. Чтобы я тебя выдал, да? Да уж больше себя выдать и нельзя, батюшка Родион Романович. Ведь выступления пришли. Да вы не кричите. Людей позову. Лжешь, ничего не будет, зови людей. У тебя фактов нет. У тебя только одни догадки дрянные заметовские. Ты хотел меня до иступления довести, а ничего не будет. Ничего! Вообразиться ж человеку. Идут? Ну давай. Давай, я готов. Да что ж такое? Ведь я предупредил. Да что там такое? Арестанта привели Николая! Да не надо! Прочь, подождать! Да Прочь, рано еще! Подожди, когда позовут! Зачем его привели? Чего ты? Виноват. Мой грех. Я убивец. Что такое? Я убивец. Как? Ты? Как? Кого ты убил? Алену Ивановну и сестрицу ихнюю, Елизавету Ивановну. Я убил топором. Батюшка Родион Романович, эдакс нельзя. Нечего вам тут. Видите, какие сюрпризы. Вы, кажется, этого не ожидали. Да ведь и вы не ожидали. Батюшка Родион Романович, он ручка-то как он дрожит. Да и вы дрожите, Порфирий Петрович. Дрожу. Не ожидал. А сюрпризик-то так и не покажете? Говорит, у самого зубки-то во рту колотятся. Ах, иронический вы человек. Ну, до свидания. А по мне так лучше прощайте. Ну, это как Бог приведется. Как Бог приведется. Сюрпризик. Что за сюрпризик? Был он или нет? Что было бы, если бы Николай не подоспел? Ведь мог себя выдать. Мог. Что же это я? Нежно поминки. Там Соня. Что вам? Что вы? Виноват В чем? в злобных мыслях. Обидно стало, как вы изволили тогда приходить и в контору звали и про кровь спрашивали. Так вы из того дома? Там же, тогда же,
в воротах с ними стоял. Али запамятовали? И это все? Все, что он знает? Так это вы сказали Порфирию, что я приходил? Да, я сказал. Я за минуточку до вас был. И все слышал, как вас истязал. Где, когда? Да тут же я за перегородкой все время просидел. За оговор и за злобу простите. Бог простит. Мы еще поборемся. Ну и что, там уже пир горой? Не имею понятия. Я же говорил вам, что не пойду. Впрочем... Кажется, еще не вернулись с кладбища. Позвольте потревожить. Где-то у меня тут был общий вывод положительного метода. Ага. А говорите, что не пойдете. Это ж верно для вашей будущей компаньонки. По коммуне-то по вашей. Это вы о ком? Да как же-с. Все о ней. О прекрасной натуре. О дочке покойника. Что за вздор? Во-первых, для коммуны она до конца еще не готова. У нее слишком мало независимости, самостоятельности. Впрочем, несмотря ни на что... Вот теперь, кажется, вернулись. Так вот, несмотря ни на что, она отлично понимает иные вопросы. То есть, например, о целовании рук. То есть, значит, мужчина оскорбляет женщину целованием у ней рук. Вы мне лучше вот что скажите-ка. Настолько ли вы коротки с этой молодой особой, чтобы попросить ее теперь же на минуту сюда? А что на похороны никого не приглашали? Только на поминки? Всех приглашал, кто пришел. Никто не пришел. Почти. И не забывай вытирать им носики. Поля, у тебя есть платок? Соня, дай Поле платок. Хорошо, Катерина Ивановна, не беспокойтесь. Смелее, господа. Вдова и сироты заждались. Мое почтение. А где подполковник? Вы имеете в виду господин штабс-капитан? Увы, просил извинить. Без задних ног. Пардон. То есть болен со вчерашнего вечера. Ну что ж, прошу садиться, господа. Позвольте, а это что такое? За неимением сплатья. Ну, знаете. Что делать, почтеннейший? Надо уважить вдовицу. Да. А где же Петр Петрович? Я ради него пригласила даже этого скверного мерзавца Лебезятникова. Родион Романович, боже мой, какое счастье, что вы пришли. Напротив, считаю за честь. Прошу покорнейше извинить, что не мог быть на похоронах. Ну что вы. Не стоит, не стоит, не стоит. Садитесь, прошу вас. Господа. Господа. Прошу садиться.
Раскольников там? Да. Сейчас только пришел. А что? Ну так я вас попрошу остаться здесь, не оставлять меня наедине с этой девицей. Дело пустяшное, а выведут бог знает что. Я не хочу, чтобы Раскольников там передал. Понимаете, про что я говорю? Да. Да-с. Ну так... Во-первых, Софья Семеновна, пожалуйста, извините меня перед многоуважаемой вашей матушкой, что я, по обстоятельствам независящим, принужден манкировать и не буду сегодня у вас на блинах. То есть на поминках. Такс. Сейчас скажу-с. Это еще не все-с. Борла, печеный кусок. Пальцы налочники. Огуречки и капустки. Так. Ну и для кого были все эти приготовления? А во всем эта кукушка виновата. Смотрите на нее. Чувствует, что мы об ней говорим. Да только понять не может. И глаза вылупила. Ну просто сова. Сычиха. Ну, земля пухом. Просила ее как порядочную. Пригласить народ получше. Вы посмотрите, кого она привела. Господи, шуты какие-то, чумички. И полячишки эти. Никто никогда их здесь не видывал. Ну откуда они взялись? Зачем они пришли? Паня, эй! Вы блинов брали? Так, поехали. Возьмите еще. Или Сабонского, и водки. Dziękuję bardzo. Ужас. А этого олуха зачем привели? Он же из своей конуры никогда не выходит. Эй, сударь! Курицу не хотите ли? Да вас спрашивает. Курицу не хотите еще, нет? Курицу! Улицу. Не имеет, так сказать, одной корки насущной пищи на завтрашний день, сегодня покупается ямайский ром и прочее. А потому мое мнение, что деньги нельзя, да и просто опасно давать в руки Катерине Ивановне. Я не знаю-с. Это он только сегодня, такс. Это раз в жизни. Ну-с, так имейте в виду. А теперь благоволите принять на первый случай посильную сумму от меня лично. Вот 10 рублей. Благодарю-с. Я вам очень, а не очень, вам бог-с, очень будет вам благодарна. По мере сил-с. Весьма и весьма желаю, однако ж, чтобы имя мое при сем не было упомянуто. Вам бог-с. Я все слышал, я все видел, это благородно. То есть я бы хотел сказать, это гуманно.
Помянем. Постойте. А где же Соня? Амалия Ивановна, вы не видали Соню? А вот же она. Соня. Ну ты даже на похоронах собственного отца неаккуратна. Садись. Родион Романович, посадите ее подле себя. Где ж ты была? Меня, Катерина Ивановна, Петр Петрович к себе пригласили и просили передать свои глубочайшие, так они сказали, свои глубочайшие извинения. Разумеется, частная благотворительность не только не искореняет зла радикально, но более питает его. Так что всякий благотворитель, безусловно, совершает социальную ошибку. И тем не менее, на ваш поступок я смотрел с удовольствием. Да. Мне это нравится. Помянем. Сонюшка, ты помнишь, что мы на днях уезжаем? Соня, ну у тебя не голова, решето. К родным пенатам. В город, где пронеслась моя юность. Я помню еще княгиня Безземельная. Она, кстати, благословляла меня, когда я выходила замуж. Да, Соня, подай мне похвальный лист. Мой похвальный лист, там, на окошке. Его мне выдали, когда я заканчивала институт. Да. Я знаю, вы танцевали с шалью. Мне ваш муж говорил. Говорил? Ах. Да, вы, наверное, думаете, как и все, что я слишком строга была с ним, да? Да, бывало. Дранье вихрос. Мне его иной раз так жалко становилось. Сидит, бывало, смотрит на меня из угла. Так и хочется приласкать. А потом подумаешь, приласкаешь, а он опять напьется. Это вы насчет чего? Позвольте. А впрочем, вздор. Вдова, вдовица. Пас. Помянем. Понимаете, Родион Романович, у него в кармане пряничного петушка нашли. Петушка? Мертво пьяный идет, а про детей помнит. Вы сказали, петушка. Помянем. Давай его сюда, Сонь, давай. Вот. Извольте взглянуть, Родион Романович. И дальше пусть посмотрят, кто тут кого получше будет. Я, дочь полковника, или всякие шлепохвостницы? Я приглашаю, но они не пришли. Я намерена открыть в родном городе пансион благородных девиц, Родион Романович. Ох, Соня, какая прекрасная жизнь у нас тогда начнется. Господи, какая я слабонервная. Ой. Пора заканчивать. Разносить бы чай. Девицы, чистое белье. Пансион непременно должен был. Одна такая хорошая дама, чтобы про белье хорошо смотрели. Здорово мелите, Амалия Ивановна. Это ваши дивеши, забота костелянши, а не директрисы. Я только добра желал. Я очень много добра желал. Да уж. А мне за квартиру давно уж гельд не платили. Очень вы много добра желали. Покойник здесь еще лежал, а вы меня уже за квартиру мучили.
Я тех там приглашал, но они не пришел. Они, потому что те дам, благородный дам. Они не могут пришел к неблагородной дам. Вы, Амалия Ивановна, чумичка, а потому не можете судить, что значит истинное благородство. Мой патер aus Berlin был благородный человек, очень важный человек. Он обе рук по карману ходил и все делал. Если и Буль, то он в Петербурге молоком торговал. Nein, я Амалия Ивановна. Мой патер звали Йоган, он был бурмайстер. А у вас, патер, никогда не был бурмайстер, никогда. Если вы хоть еще один раз, Амалия Людвиговна, сопоставите на одну доску вашего фатеришку и моего папеньку, я ваш чепчик ногами растопчу. Сию минуту с квартиры. Сию минуту с квартиры. Сию минуту. Подлая вы тварь, Амалия вы, Людвиговна. Да я в суд на вас. Да я генерал-губернатору. Ивановна. Это нам так и сказали, как можно. Как можно идти там? Это девица, желтый билет. Ах, вы колбасница. Петр Петрович. Петр Петрович, Позвольте, сударыня, позвольте. Помню хлеб соль Папеньки моего вашего, отца. как вам известно, я совсем не имел чести Внушите знать. вы ей, что она не А в может ваших так распрях обращаться участвовать с не намерен. благородной дамой. Я желаю объясниться немедленно с падчерицей вашей, Прощайте. Софьей Петр Ивановной. Кажется, Петрович. так. Позвольте пройтись. Извините, что я, может быть, прерываю, но дело довольно важное-с. И я даже рад при публике. Софья Ивановна, со стола моего тотчас же вслед за посещением вашим исчез принадлежавший мне государственный кредитный билет 100-рублевого достоинства. Извольте ж рассудить. Заподозрить Андрея Семеновича я никак не могу. Ошибиться в счете тоже не мог, ибо за минуту перед вашим приходом подвел итог и нашел его верным. Согласитесь сами, что, припоминая ваше смущение, торопливость, а также беря в соображение общественное положение ваше, я, так сказать, с ужасом и даже против воли моей принужден был остановиться на подозрении. Конечно, жестоком, но справедливым. И я восстал. Как? Я предоставляю вам посильное подаяние. Так точно. И вы тут же платите мне подобным поступком. Нет, это уж нехорошо-с. Необходим урок-с. Как истинный друг, прошу вас, опомнитесь. Иначе буду неумолим. Ну-с, и так. Я ничего не брала. Вы дали мне 10 рублей. Вот. Возьмите их. А в остальных 100 рублях вы так и не признаетесь. Господи. Амалия Ивановна, надо будет дать знать в полицию. Покорнейше прошу вас, пошлите за дворником. Гуттер Баумгерцоге. Я так и знал, что она воровала. Да, Акадия.
Лихо. Как? Вы ее по краже обвиняете? И ты туда же? Подлая ты куриная прусская нога в кринолине. Не понимаю. Господи, это Соня-то воровка. Да она, подлец, тебе еще денег даст. Соня, да как ты посмела взять у него эти 10 рублей? Да дай их сюда. Вот тебе. Ой, уймите эту сумасшедшую! Это я-то сумасшедшая? Ах ты, судейский крючок, низкий человек. Да она из комнаты не выходила, как пришла от тебя. Стало быть, деньги должны быть при ней. Ну так обыщи, обыщи ее. Только если не найдешь, ты ответишь, голубчик. Сударыня, я... к сударя дойду, к царю побегу, в ноги брошусь. Думаешь, не пустят? Думаешь, не пустят? Добегу. Уймитесь! Ложь, дойду. Ты думаешь, она кроткая? Да я, брат, бойкая. Сударыня, уймитесь, прошу вас. Обыщи, Уймитесь, обыщи. прошу вас, сударыня. Обыщи, Я готов. ищи. Но это следует при полиции. И довольно затруднительно мужчине по причине пола. Ну тогда пусть кто хочет ее обыщет. Сонюшка, вывороти им карманы. Вывороти им карманы. Вот, вот, вот. Вот изверг, пустой. А вот тебе еще один. Воровка. Марш с квартиры. Долой. Однако... Нет, это не я! Я не брала! Я не знаю! Сонюшка, тихо! Сонюшка, а я не верю. Вот, видишь, я не верю, что это ты сделала. Не верю, что ты взяла. Господи, глупые вы, глупые. Глупые вы, глупые. Да она последняя вам отдаст, или вам нужно будет мизинцем. Вы ее не стоите. Все. Что вы сидите? Да защитите же кто-нибудь. Сударыня, да вас этот факт не касается. Родион Романович, ну вы-то что стоите? Неужели и вы поверили? Господи, хоть ты защити ее! Господа, сожалея и, так сказать, соболезную, я даже теперь, несмотря на полученные личные оскорбления, готов простить. Да послужит же, мадемуазель, теперешний стыд вам уроком на будущее. А я дальнейшее, так и быть, оставляю в туне. Довольно. Как это низко. Какая низость. Что это значит, Андрей Семенович? Это значит, что вы клеветник. Так точно. Вы это мне? Да в уме ли вы? Я-то в уме. А вот вы мошенник. Так точно. Вообразите, он сам своими собственными руками отдал 100-рублевый билет Софье Семеновне. Я видел. Я свидетель, я присягу приму. Да, приму. Хотя это противоречит моим убеждениям. Так точно. Да вы рехнулись, Лебезятников. Я видел. Видел, вы ей тихонько подсунули. В дверях, прощаясь с нею, правой рукой жали ей руку, а левой положили в карман бумажку. Что вы врете? Что он врет? Что? Как вы могли, стоя у окна, увидеть бумажку? А? Так точно. Вам померещилось-то под слепые глаза? Не померещилось. Я стоял не около окна. Я сидел ближе и все видел. Андрей Семенович, как я в вас ошибалась.
Вас Бог послал. Защитите ее. Дичь. Дичь вы мелите, сударь. Я подложил. С какой целью? Для чего? Что общего у меня с этой... Тогда-то я подумал, что вы для благодеяния подсунули. Только хотите скрыть от меня, потому что знаете, что я отрицаю благотворительность. А от Софьи Семеновны, потому что хотите ей сюрприз сделать. И хотите испытать ее. Придет ли она к вам благодарить, когда она идет? Или наоборот? Ну, как это говорится? Ну, как это... чтобы правая рука не знала, что левая. Как-то вот так вот. Какое мне дело, что вы там подумали и почли? Это не доказательство, сударь. А я вам говорю, что вы лжете. Лжете и клевещете на меня. Со зла. Что я не соглашался на ваши вольнодумные и безбожные социальные предложения. О, куда ты заехал? Аню в ту степь. Да, а какое касательство? Жалкий ты. Подлый человек. Зови полицию. Я присягу приму. О, это по делу. Я вот только понять не могу, почему он рискнул на такой низкий поступок. Я могу объяснить, для чего. Если надо, сам присягу приму. Все это происходило вчера вечером. А теперь представьте себе, что ему удалось бы доказать, что Софья Семеновна воровка. Тем самым он доказал бы моей сестре и матери, что был прав. Что справедливо рассердился за то, что я поставил на одну доску сестру и Софью Семеновну. Что, нападая на меня, защищал честь своей невесты. Одним словом, меня он надеялся поссорить с родными, а сам опять пойти к ним в милость. Кроме того, мстил мне лично, потому что имел основание считать, что честь и счастье Софьи Семеновны очень для меня дороги. Вот весь его расчет. Вот и вся причина, другой быть не может. Похоже. Так, это должно быть именно так. Он ведь меня и спрашивал о вас потихоньку от Софьи Семеновны. Тут ли вы среди гостей? Пани Лайдак. Каналья. Господа, прошу вас, сделайте одолжение. Одолжайтесь. Чего желаетесь, а? Простите, это что же, угроза? Не на того напались. Напротив, вы же еще и ответите, что прикрыли уголовное дело. В суде не так слепы и не пьяны-с. Я пьян. Нет. Это вызов. Согласен. Выдрать его и дело с концом. Дело. Амалия Ивановна, я вам обещаю, что здесь сию минуту будет полиция. Где полиция? Кто воровал? Я хозяйка. Амалия Ивановна. Господи! Долой из квартиры. Марш. Все вон. Что ж, пора и мне. Ну, Софья Семеновна, посмотрим, что вы теперь скажете.